Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти и получить ответы на любые ваши вопросы. Есть инструменты для улучшения всех сфер жизни. Выбирайте практику, выбирайте настрой или медитацию, прослушивайте ее многократно. И, соответственно, ваше подсознание перестраивается и начинают происходить те перемены, которые вы принимаете еще. Вот. Но многократное повторение – это основное условие. Вдруг забыла слово, простите, пожалуйста. Ну и, конечно, также работают практики настроя ритуалы для исполнения желаний. Формулировка, ваши желания, ваше стремление и многократное повторение, и, конечно, концентрация на результате, предвкушение это называется, тоже очень важно. Ну а по большому счету ваша жизнь зависит от ваших мыслей, эмоций и, конечно же, уже дальше действий. Все, что с вами происходит сегодня, притянули вы. Вы знаете, что к Таро я подхожу как к советчикам и как анализ. Мы анализируем, что же может произойти и как же сделать, чтобы то, что будет происходить, было позитивным и счастливым. Сегодня хочу посмотреть для вас советы Таро снов. Именно эта колода сегодня решила дать советы. И я, знаете, как я это? У меня куда рука тянет, та колода, значит, сегодня и предсказывает. Так что посмотрим, что же нам посоветует Таро снов сегодня. Исходя из вашей сегодняшней ситуации, исходя из ваших сегодняшних событий и вашего сегодняшнего состояния. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну что, надеюсь, вы готовы. Давайте посмотрим первый совет Таро снов. Первый совет Таро снов: правильно делайте свой выбор. Выбирайте именно своей интуицией. Когда перед вами стоит выбор, есть, два человека, две ситуации, два события, две вещи. И когда вы обращаете свое внимание на одно из этого, вы постарайтесь подумать и ощутить, что же вы чувствуете. Ведь если что-то вам не подходит, ваше внутреннее состояние тут же вам об этом скажет. Ну и таким же образом вы проверяете вторую ситуацию, второго человека, именно задав себе вопрос, что я буду чувствовать, если я выберу это. И таким образом вы можете сделать действительно правильный выбор, выбор баланса. Эта карта еще говорит о том, что баланс очень важен в вашей жизни. Баланс ваших состояний, баланс ваших эмоций и ваших мыслей. Ведь чем больше будет позитивных мыслей, тем больше шанс, что будут приходить позитивные перемены. И, конечно же, всегда было бы здорово быть в мире и в балансе с самим собой. Ну, а если говорить о событиях, которые хотят войти в вашу жизнь, карты показывают, что есть все возможности, чтобы события были в балансе с вашим внутренним состоянием. Второй совет давайте посмотрим от Таро снов. Второй совет – это опять баланс, опять успокоение. Именно успокоение и анализ. Карты советуют, чтобы
даже если происходит что-то, что вам не нравится, не принимайте это в штыки, не взрывайтесь, не пытайтесь решать задачи при помощи скандалов, криков, раздражения и злости. Это только вам навредит. Именно ваше спокойствие и вот даже медитативное состояние может помочь, во-первых, избежать таких ситуаций, ну а во-вторых, может помочь, даже если ситуации происходят, помочь решить их мирным путем и без вреда прежде всего себе. Ну и, конечно, было бы здорово, чтобы это было без вреда всем вокруг. Вот второй совет Таро снов. И я хочу сказать, что из того, что советует Таро снов, я понимаю, что есть какие-то волны в вашей жизни. Волны, я имею в виду волны эмоций, волны событий, которые вызывают иногда дисбаланс. И карты вот советуют усилием воли приводить свое состояние в сбалансированное. Ну и третий совет Таро снов. Третий совет Таро снов прежде всего это действовать уверенно. Если вы не уверены, соберите побольше информации для того, чтобы быть уверенным в том, что вы делаете. Тут, если я смотрю уже расклад, все три карты, я понимаю, что вам нелегко найти баланс в своей жизни, баланс в ситуациях, баланс в событиях, которые происходят с вами. Вам нелегко успокоиться. И самое важное во всем, что я вижу, это ваше успокоение. И еще одно, как могут проиграться эти карты. В вашем окружении есть человек, это женщина, которая может и помочь вам в вот этом нахождении баланса, успокоения. Это женщина старше 45, темненькая, с темными глазами. Женщина, которая может дать вам независимый совет, и которая может своим советом, своей поддержкой вывести вас из вот состояния раздражения, обиды, злобы и вот этого взрывного состояния. Поэтому проанализируйте, кто это может быть, но, скорее всего, этот человек есть в вашем окружении. И, соответственно, никогда нельзя бояться просить о помощи. Дело в том, что вот кроме материальной помощи, вот с материальной помощью это немножечко тяжелее, потому что не каждый человек может помочь материально, ну и у каждого свои правила в материальной помощи, а вот вся остальная помощь, ее было бы здорово просить, потому что иногда даже просто разговор с кем-то может помочь. Подумайте об этом. Выбор-то все равно ваш. Это ваша жизнь. Карты и я, мы просто пытаемся ее улучшить и дать вам совет. Люблю вас, мои дорогие. Пока.